Всем огромный привет! Я очень рада, что вы заглянули ко мне на канал. Мой канал о вязании. Меня зовут Любовь. И в этом видео я вам предлагаю связать блузу крючком из пряжи Alize Diva Ombre Batik. А если вы впервые на моем канале, то обязательно подписывайтесь и нажимайте на колокольчик. Итак, эту блузу я увидела у турецких рукодельниц и решила связать такую же. Таким же узором у них связан еще и кардиган. Первые попытки связать такую блузку по турецкому мастер-классу оказались неудачными, и я отложила все это дело в долгий ящик. После того, как в комментариях меня попросили сделать все-таки мастер-класс на эту блузу, я решила еще раз попробовать. Распускать пришлось не один раз, но нас ведь это не остановит, правда? Все вяжу, вяжу и распускаю, все вяжу, вяжу и распускаю, все вяжу, вяжу и распускаю, вот. Некоторые элементы я в этой блузе изменила и связала по-своему. В итоге у меня получилась вот такая вот блуза. Да, на данном этапе пока еще блуза. Ниточку я еще не отрезала. Возможно, продолжу вязать дальше и свяжу тунику. Но чтобы не затягивать с выходом мастер-класса, блуза будет в таком виде, в котором вы видите ее сейчас. Итак, что касается размеров. Мой размер 48-50, и вот так она сидит на мне. Мне кажется, она подойдет и на несколько размеров больше, а если вязать с подрезами, то даже на очень пышную грудь. Если вам нужны будут мои замеры, напишите мне об этом в комментариях, я вам напишу. Итак, турецкие рукодельницы нам предлагают вязать такую блузу с подрезами. Подрез мы вяжем для комфортной посадки изделия под мышкой, чтобы не тянуло и не терло. Но связав таким образом, я поняла, что она получается очень широкая, так как мы добавляем еще по одному клину с каждой стороны. И я связала немного по-другому, без подрезов. Покажу вам оба варианта. Конечно, при хорошем раскладе, если вязать без подрезов, то желательно вывязать росток. Чтобы вывязать росток, нужно было вязать поворотными рядами. Но так как я поняла, что я буду вязать без подрезов уже после того, как у меня была готова кокетка, оставила все как есть. За счет того, что горловина достаточно большая, блуза сидит хорошо, нигде ничего не давит. Итак, вариант с подрезами сейчас вы можете видеть на видео. Обратите внимание на длину рукава при таком варианте и посмотрите, какая широкая часть получилась под мышкой с одной стороны и также с другой стороны. И второй вариант без подрезов. Здесь я провязала кокетку чуть длиннее и сразу соединила перед и спинку без дополнительного набора петель. В этом варианте у нас удлинился рукав и в области подмышек стало намного комфортнее. Какой вариант выберете вы, решать вам. Итак, если у вас возникнет желание связать такую блузу или тунику, то я приглашаю вас связать ее вместе со мной. С вас лайк на это видео, чтобы я знала, что проделанная работа не напрасна, и от вашей обратной связи будет зависеть, как часто будут выходить подобные мастер-классы. Всем приятного просмотра! Итак, вязать мы будем из пряжи Alize Diva Ombre Batik крючком номер 3. Вязать мы начнем от центра моточка. Нам нужно набрать 182 воздушные петли. Делаем первую петлю на крючок удобным для вас способом и набираем 182 петли. Так как цепочка у нас достаточно большая, будем провязывать следующим образом. Наберем примерно 10 петель. Далее мы ставим крючок в самую первую петлю
и будем продолжать набирать цепочку. Таким образом, цепочка у нас не перекрутится, и нам не нужно будет потом все выравнивать. И продолжаем дальше набирать до нужного нам количества петель. Итак, мы набрали цепочку из 182 петель. И далее мы соединяем цепочку в круг. И теперь эту цепочку мы обвяжем столбиками без накида. Делаем одну воздушную петлю. Столбики без накида будем провязывать вот за эти перегородки. То есть, если вот так вот сверху мы посмотрим, у нас получилась косичка. Если эту косичку мы вот так перевернем, то у каждой петельки у нас будет вот такая вот перегородка. Захватываем эту перегородку и провязываем столбик без накида. Дальше следующую петлю. Опять столбик без накида. И провяжем так до конца ряда. За каждую такую перегородку мы провяжем столбик без накида. То есть у нас должно получиться 182 столбика без накида. Благодаря такой обвязке у нас получится красивый край изделия. Провязываем по кругу до конца ряда. Итак, мы полностью обвязали нашу цепочку из воздушных петель столбиками без накида. И далее нам по всей горловине нужно сформировать 14 секций или 14 сегментов. Итак, провязывая в начале ряда у нас 3 воздушные петли. Далее у нас идут 4 столбика с одним накидом, но это будут не простые столбики, а так называемые патентные. Сделали накид, вставляем крючок в следующую петлю, вытягиваем рабочую нить, и нам этот столбик нужно провязать за 3 приема. Захватываем рабочую нить, провязываем сначала первую петлю, у нас на крючке 3 петли, опять захватываем рабочую нить, теперь провязываем петлю и накид, 2 петли вместе. У нас сейчас 2 петли на крючке, и теперь опять захватываем рабочую нить и провязываем эти 2 петли вместе. То есть столбик с одним накидом, но провязанный за 3 приема. Называют его еще патентный столбик, но я в процессе мастер-класса буду говорить, что это столбик с одним накидом, но вы имейте в виду, что провязать его нужно за 3 приема. Этот столбик немного выше, чем обычный столбик с одним накидом, поэтому будем вязать такие столбики. Итак, 3 воздушные петли нам дали один столбик мы провязали, еще провязываем 2 столбика. Первый и второй. 4 столбика с одним накидом. Дальше в пятую петлю мы провязываем 2 столбика с одним накидом. Первый. И сюда в эту же петельку провязываем второй столбик. Делаем 3 воздушные петли. Дальше в шестую петлю провязываем опять 2 столбика с одним накидом. Первый, сюда в эту же петельку второй. Далее в седьмую, восьмую, девятую и 10 петлю мы провязываем по одному столбику с одним накидом. То есть мы провяжем сейчас 4 столбика с одним накидом. Первый, второй, третий и четвертый. И мы с вами провязали первую секцию. Далее между секциями мы пропускаем 3 петли. 1, 2, 3. И с 4 петли мы начинаем вязать вторую секцию. Вяжем точно так же. Сначала 4 столбика с одним накидом. В каждую петлю по одному столбику. Второй. Третий.
и 4. В 5-ю петлю провязываем 2 столбика с накидом. 1, 2. Делаем 3 воздушные петли. Дальше в 6-ю петлю опять провязываем 2 столбика с одним накидом. 1, 2. И 4 столбика провязываем в каждую петлю по одному. 1, 2, 3 и 4. Мы провязали 2-ю секцию. У нас получаются вот такие вот секции или сегменты, или клинья, кому как удобно, так и называйте. В общем, таких секций у вас по кругу должно получиться 14 штук. Провяжите этот ряд до конца самостоятельно. Итак, мы провязали последний 14 сегмент. У нас остается 3 петли. 1, 2, 3. Мы их пропускаем. Вставляем в крючок в 3-ю воздушную петлю и провязываем соединительный столбик. Но крючок нужно вставить таким образом, чтобы у нас красивое было соединение. Нужно вставить крючок не вот так вот, не в петлю, а подхватить переднюю полупетлю и заднюю полупетлю. И вот таким образом провязать соединительный столбик. Тогда у нас получится красивое соединение. Далее мы начинаем вязать 2-й ряд. Сейчас нам нужно перейти соединительным столбиком вот сюда вот во 2-й столбик предыдущего ряда, то есть вот 1-й столбик, вот 2-й столбик. Вставляем крючок в этот столбик и провязываем соединительную петлю. Именно отсюда мы начнем вязать 2-й ряд. Делаем 4 воздушные петли, 3 воздушные петли подъема. И 1 воздушная петля у нас будет между столбиками. Дальше 1 столбик в предыдущем ряду пропускаем, в следующий вяжем столбик с одним накидом. 1 воздушная петля, 1 петлю пропускаем, в следующий вяжем столбик с одним накидом. Дальше 1 воздушная петля, столбик с одним накидом вяжем в арку предыдущего ряда. Еще раз 1 воздушная петля, столбик с одним накидом. Теперь делаем 3 воздушные петли. Сюда же в арку провязываем столбик с одним накидом. И у нас с одной стороны получилось 4 вот таких вот окошечка. 1, 2, 3, 4. И центральное 5-е окошечко. Теперь нам нужно сделать точно так же с левой стороны. Итак, делаем 1 воздушную петлю. Сначала провязываем столбик с одним накидом в арку. У нас получилось 1-е окошечко. Дальше 1 воздушная петля, сразу же вот сюда вот в 1-й столбик предыдущего ряда провязываем столбик с одним накидом, 1 воздушная петля, петлю пропускаем, в следующую столбик с одним накидом, 1 воздушная петля, петлю пропускаем, в следующую столбик с одним накидом. Мы провязали с вами 1-й сегмент. У нас получилось 4 окошечка с правой стороны, 5-е окошечко центр. И с этой стороны 1, 2, 3, 4 и 5-е окошечко центр. И далее мы продолжаем вязать так до конца ряда. Переходим к следующему сегменту. Между элементами мы ничего не провязываем. Делаем сразу накид, пропускаем 1-ю, 2-ю петлю и с 3-й петли начинаем вывязывать окошки. Провязываем столбик с одним накидом, 1 воздушная петля, петлю пропускаем,
столбик с одним накидом. 1 воздушная петля, петлю пропускаем, столбик с одним накидом. 1 воздушная петля, в арочку мы провязываем столбик с одним накидом, 1 воздушная петля, столбик с одним накидом. Дальше мы вяжем 3 воздушные петли и сюда же столбик с одним накидом. И теперь по левой стороне также формируем 4 окошечка. 1 воздушная петля. Сначала столбик с одним накидом провяжем в арку. Дальше 1 воздушная петля. Сразу же в первую петельку предыдущего ряда вяжем столбик с одним накидом. 1 воздушная петля. Петлю пропускаем в следующий столбик с одним накидом. Опять 1 воздушная петля, петлю пропускаем в следующий столбик с одним накидом. Мы провязали второй клинышек, то есть в арку у нас должно быть провязано 3 окошечка. Вот у нас арка предыдущего ряда, сюда провязан столбик с одним накидом, 1 воздушная петля, столбик с одним накидом, первое окошечко, дальше 3 воздушных петли, столбик с одним накидом, второе окошечко и 1 воздушная петля и столбик с одним накидом, третье окошечко. То есть в арке предыдущего ряда у нас должно получиться 3 окошечка. Далее продолжаем вязать точно так же. Между элементами ничего не вяжем, пропускаем 2 петли и с третьей петли мы начинаем вывязывать опять окошечки. Продолжаем вязать таким образом до конца ряда. Итак, мы довязали до конца ряда и в третью воздушную петлю подъема мы провязываем соединительный столбик. Стараемся подхватить 2 полупетли. Далее мы начинаем вязать третий ряд. Сейчас нам соединительными столбиками нужно перейти вот сюда, вот во второе окошечко. Сначала в первое окошечко провязываем соединительный столбик. Дальше в столбик вставляем крючок, провязываем соединительный столбик. И теперь во второе окошечко опять вставляем крючок, провязываем соединительный столбик. Именно со второго окошечка мы будем начинать вязать третий ряд. Итак, в начале ряда у нас 3 воздушные петли подъема. И сюда в это же окошечко мы провязываем столбик с одним накидом. И теперь будем провязывать по 2 столбика с одним накидом в каждое из этих окошечек. Следующее провязываем 2 столбика с одним накидом. Следующее вяжем 2 столбика с одним накидом. И вот она, центральная арочка. Провязываем сюда сначала 2 столбика с одним накидом. Делаем 3 воздушные петли. И сюда же, в эту же центральную арочку, провязываем еще 2 столбика с одним накидом. Далее с другой стороны все повторяем. Провязываем в первое окошечко 2 столбика с одним накидом. И сюда же второй столбик. Дальше в следующее окошечко опять 2 столбика с одним накидом. И в следующее опять 2 столбика с одним накидом. Итак, мы провязали первую секцию, и с каждой стороны у нас получилось по 8 столбиков с одним накидом. С этой стороны 8 столбиков с накидом. Здесь у нас арочка, 3 воздушные петли. И с этой стороны 8 столбиков с одним накидом.
И далее таким же образом мы продолжаем вязать каждую секцию, каждый сегмент. Между секциями мы пропускаем 3 окошечка. Первое, второе, третье и в четвертое окошечко вставляем крючок и начинаем вывязывать столбики с одним накидом. 2 столбика провязали, в следующее окошечко опять 2 столбика. 4 столбика мы провязали, в следующее окошечко мы вяжем 5 и 6. И в центральную арочку вяжем 7 столбик и 8 столбик с одним накидом. Далее делаем 3 воздушные петли и провязываем 8 столбиков с одним накидом с другой стороны. И опять пропускаем 3 окошечка между сегментами. 1, 2, 3. Из четвертого повторяем все то же самое. Провязываем по 8 столбиков с одним накидом с каждой стороны. Между столбиками не забываем в центральную арку мы провязываем 3 воздушные петли. И таким образом провяжите этот ряд до конца самостоятельно. Итак, мы довязали третий ряд до конца и провязываем соединительный столбик в третью воздушную петлю подъема. И дальше мы будем повторять все то же самое. Теперь мы опять соединительным столбиком переходим вот сюда вот во второй столбик предыдущего ряда. И именно со второго столбика мы начинаем вязать наши ячейки. Количество ячеек и количество столбиков с одним накидом с каждым рядом будет увеличиваться. Итак, делаем 3 воздушные петли подъема и четвертая петля между столбиками. Одну петлю пропускаем, в следующую вяжем столбик с одним накидом. 1 воздушная петля, петлю пропускаем, столбик с одним накидом. 1 воздушная петля, петлю пропускаем, столбик с одним накидом. 1 воздушная петля, в арку вяжем столбик с одним накидом, 1 воздушная петля, столбик с одним накидом, 3 воздушные петли, сюда же в арку столбик с одним накидом, 1 воздушная петля и опять сюда же в арку столбик с одним накидом. То есть в арочку у нас ничего не меняется. В арочку мы так и должны будем вязать 3 ячейки. Это у нас будет расширение. И дальше опять вяжем 1 воздушная петля в самый первый столбик. Вот он, самый первый столбик. Сюда провязываем столбик с одним накидом. 1 воздушная петля, петлю пропускаем, столбик с одним накидом. 1 воздушная петля, через петлю столбик с одним накидом. И еще раз столбик с одним накидом. В этом ряду у нас уже получается 1, 2, 3, 4, 5 ячеек с одной стороны, центральная ячейка, и 1, 2, 3, 4, 5 ячеек с другой стороны. Дальше между элементами мы ничего не вяжем, пропускаем 2 петельки, 1, 2, и с третьей петли начинаем вязать опять столбик с одним накидом, 1 воздушная петля, петлю пропускаем, столбик с одним накидом. Продолжаем вязать этот ряд до конца. В конце ряда не забываем, в третью воздушную петлю мы провязываем соединительный столбик, тем самым мы замыкаем круг. И следующий ряд у нас будут столбики с одним накидом. Опять соединительными столбиками переходим во вторую арочку, то есть под арку провяжите соединительный столбик, в сам столбик провяжите опять соединительный столбик и перейдете вот сюда во вторую арочку
И со второй арочки начнете вывязывать столбики с одним накидом. В каждую вот такую ячейку по 2 столбика. В следующем ряду у нас должно получиться по 10 столбиков с одним накидом. 2, 4, 6, 8. В центральную арочку 9, 10 будет. Затем сделаем 3 воздушные петли, развернемся, в арочку провяжем 2 столбика с накидом, потом в следующую 4, 6, 8, 10. И опять мы пропускаем 3 ячейки и в четвертую начинаем вывязывать столбики с одним накидом. И продолжаем вязать таким образом кокетку, пока не свяжем 11 рядов. Сейчас на данный момент у нас 1, 2, 3 ряда полностью связаны. Мы начали вязать четвертый. В пятом ряду будут столбики с одним накидом. Мы будем чередовать эти 2 ряда. 11 ряд это у нас должны быть столбики с одним накидом. И в 12 ряду мы будем делить нашу кокетку на перед, спинку и рукава. Итак, провяжите до 11 ряда самостоятельно. Итак, мы полностью с вами провязали кокетку. Я очень надеюсь, что на данном этапе у вас не возникло никаких проблем. Итак, давайте коротко пробежимся по кокетке. У нас провязано 11 рядов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ряд это столбики с одним накидом. И у нас с каждой стороны уголочка сейчас на данном этапе должно получиться по 16 столбиков с одним накидом. 16 столбиков с одной стороны и 16 столбиков с другой стороны. Напоминаю, что по кругу таких уголочков у нас 14 штук. И теперь мы будем делить на перед, спинку и рукава. Итак, сейчас будет небольшое отступление. Вместе мы с вами провязали кокетку. Далее нам нужно распределить эту кокетку на перед, спинку и рукава. Но прежде чем мы начнем это делать, я хочу обратить ваше внимание на некоторые моменты. Турецкие рукодельницы нам предлагают вывязывать подрезы. То есть под мышкой у нас будет вывязываться еще один клин с каждой стороны по 18 столбиков с накидом. С одной стороны рукава и также, соответственно, и с другой стороны рукава. Я вывязала эти подрезы так, как нам предлагают турецкие рукодельницы. Провязала тело немного вперед. И эта блуза получается очень широкая. Сейчас на видео вы можете увидеть результаты, как это смотрится. Первый вариант это как раз там, где у нас вывязаны подрезы. Обратите внимание, какой длины там получается рукав. Посмотрите, какая широкая получается пройма. И посмотрите, насколько широко вообще получается сама блузка. И дальше посмотрите второй вариант. Я сделала блузу без подрезов. Я провязала кокетку еще на несколько рядов вперед. То есть в первом варианте мы провязали кокетку и у нас с каждой стороны по 16 столбиков с накидом. Когда мы будем вывязывать подрезы, еще по 2 столбика с накидом у нас прибавится. То есть всего в первом варианте у нас по 18 столбиков с одним накидом. Здесь же во втором варианте, где нет подрезов, кокетку я провязала на 22 столбика с одним накидом. То есть с каждой стороны клинышка у меня по 22 столбика с накидом. И вот посмотрите, я не вывязывала подрезы, то есть я просто соединила спинку и перед между собой. Таким образом у меня удлинился рукав, у меня рукав стал чуть длиннее, вы это сейчас можете видеть на видео, рукав получается длиннее. В области подмышек получается вот такой аккуратный подрез, то есть он не широкий. Без подрезов мне вариант нравится больше. Дальше выбор остается только за вами. Итак, мы продолжаем вязать блузу и вывязываем подрезы. Итак, сейчас мы провяжем 4 уголочка. Это у нас будет спинка. Итак, провязываем все то же самое. Сейчас мы вяжем окошечки.
Итак, провяжите 4 уголочка самостоятельно. Итак, мы с вами провязали 4 клинышка. Сейчас в этом ряду у нас получается по 9 окошечек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9. И 10-е окошечко центральное. И с этой стороны также. И далее мы набираем 36 воздушных петель. Далее смотрим. Вот у нас идет цепочка из 36 петель. Сразу первый клинышек раз, второй клинышек 2 и третий клинышек 3 мы пропускаем. И переходим вот сюда вот на 4-й клин. Так же как мы вязали, пропускаем первую, вторую петлю и в третью петлю вставляем крючок и провязываем столбик с одним накидом. Одна воздушная петля, петлю пропускаем, в следующую петлю вставляем крючок и продолжаем вязать наши окошечки. Провязываем следующие 4 клина. Раз, два, три, 4 клина вы должны полностью провязать окошечками. Провяжите их до конца самостоятельно. Итак, смотрим. Вот у нас первый рукав мы соединили 36 воздушных петель. Дальше провязали 4 треугольничка, опять окошечками. Первый, второй, третий, четвертый. Довязали до конца треугольничка. Набрали 36 воздушных петель. Это у нас будет второй рукав. Далее пропускаем 3 уголочка. Раз, два, три. И сразу мы провязываем соединительный столбик в третью петлю подъема. И таким образом мы разделили нашу кокетку на перед, спинку и 2 рукава. Дальше начинаем вязать следующий ряд. Вяжем все то же самое. Переходим соединительным столбиком во вторую арку, во второе окошечко. И со второго окошечка начинаем вывязывать столбики с одним накидом. Теперь у нас по каждой стороне должно быть 18 столбиков с одним накидом. Провяжите вот эти вот 4 клинышка по спинке. И вместе мы начнем обвязывать рукав. Итак, мы провязали 4 клинышка. Раз, два, три, 4. С каждой стороны у нас по 18 столбиков с одним накидом. Далее я обвязала рукав. Провязала следующие 4 уголочка. Раз, два, три, 4. И мы подошли ко второму рукаву. И теперь второй рукав будем вязать вместе. Итак, у нас остается вот такое одно окошечко. Мы его пропускаем. Дальше на воздушной цепочке мы пропускаем одну петлю, во вторую вставляем крючок и со второй петли провязываем 18 столбиков с одним накидом. 17 и 18 столбик мы провязываем в одну петлю. Первый. Второй. Вставляем крючок в каждую петельку воздушной цепочки и провязываем по одному столбику с одним накидом. Нам нужно провязать 18 столбиков с одним накидом. 17 и 18 столбик мы провязываем в одну петлю. Далее мы провязываем 3 воздушные петли и в следующую петлю на цепочке опять провязываем 2 столбика с одним накидом. И далее в каждую петлю цепочки провязываем по одному столбику с одним накидом. С другой стороны также мы должны провязать 18 столбиков с одним накидом. Итак, провязали с другой стороны тоже 18 столбиков с одним накидом.
И в третью воздушную петлю подъема провязываем соединительный столбик. Далее основное тело блузы мы вяжем без прибавлений. Что нам предлагают турецкие рукодельницы? Турецкие рукодельницы нам предлагают тот ряд, который у нас с окошечками, вязать точно так же, как мы и вязали. То есть прибавки у нас будут вот здесь вот в центральную арочку. А тот ряд, который мы вязали столбиками с одним накидом, если мы пропускали 3 окошечка, то теперь, чтобы у нас полотно не расширялось, они предлагают пропускать 5 окошечек. То есть 1, 2, 3, 4, 5. И у нас получается здесь очень большая дырочка. Это мне тоже не очень понравилось, поэтому я решила связать по-своему. Вы можете попробовать оба варианта и решить, какой вам больше понравится. Итак, мы вяжем также окошечки, столбик с одним накидом, 1 воздушная петля, 1 петлю пропускаем. Между сегментами все то же самое, 2 петли пропускаем, и с 3 петли вывязываем столбик с одним накидом, 1 воздушная петля, 1 петлю пропускаем, довязываем так до центральной арочки. И чтобы нам в следующем ряду, когда мы будем вязать столбики с одним накидом, чтобы нам не пропускать 5 арочек, 1, 2, 3, 4, 5, из 6 нам придется вывязывать столбики с одним накидом, то есть представляете, да, какое здесь будет большое отверстие. Чтобы нам в следующем ряду пропускать также 3 арочки, чтобы у нас здесь были одинаковые отверстия, то в этом ряду, в эту арочку, я вам предлагаю прибавку не делать. То есть вот мы провязали столбик с одним накидом, делаем накид, и в арочку мы провязываем только столбик с одним накидом, сразу вяжем 3 воздушные петли и сюда же столбик с одним накидом. Теперь 1 воздушная петля и по левой стороне продолжаем вывязывать окошечки. Столбик с одним накидом, воздушная петля, петлю пропускаем, столбик с одним накидом. То есть таким образом в этом ряду у нас не будет прибавки, и в следующем ряду мы будем пропускать также 3 окошечка. В следующем ряду будем провязывать все то же самое, в каждое окошечко по 2 столбика с одним накидом. В центральную арку провязываем 2 столбика с одним накидом, затем 3 воздушные петли и опять сюда же в эту же арочку 2 столбика с одним накидом. И потом в каждое окошечко по 2 столбика с одним накидом. Таким образом у нас уже полотно расширяться не будет. И мы будем вязать оставшееся тело блузы до нужной нам длины. Итак, вот что у меня получилось на данный момент. Вот с этого момента я уже начала второй моток. Второй моток начала уже не от центра клубочка, а от начала, чтобы у меня сохранился переход цвета. Далее буду вязать до нужной мне длины. В конце я планирую клинья обвязать столбиками без накида, чтобы у нас края не заворачивались. Но опять же, после влажно-тепловой обработки, когда это мы все постираем, отпарим, края у нас не должны заворачиваться. После влажно-тепловой обработки изделие еще вытянулось вниз, примерно на сантиметров 5-6, поэтому учтите это при вязании. Я надеюсь, что вам было все понятно. Если у вас вдруг возникнут какие-то вопросы, обязательно напишите мне об этом в комментариях. Я с удовольствием на них отвечу. Если вам понравилось видео и видео было для вас полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. А также не забудьте поделиться этим видео с друзьями в любой из ваших социальных сетей. Вяжите с удовольствием. Всем удачи и до новых встреч!